Всем привет, это Эффект Призм. И сегодня для вас приготовил интересный ролик, на создание которого меня вдохновил комментарий одного из подписчиков. Сегодня мы будем разрушать объект ударом об стену. Да, согласен, Fusion это не тот инструмент, где можно смоделировать разрушение натурально. Но кое-что Fusion все-таки может. Поэтому давайте смотреть. Также для работы нам понадобится сегодня плагин Крокодов, который доступен через реактор. Я в прошлом видео показывал, как его установить. Но есть и не очень хорошая новость. К сожалению, Крокодов работает только со Studio Version DaVinci, то есть с платной версией. В прошлом видео я рассказывал о том, как установить реактор и для чего это нужно. И вот сейчас настало время им воспользоваться. Просто переходим во вкладку Fusion, нажимаем Workspace, Scripts, Reactor, Open Reactor. Если не смотрели, обязательно посмотрите это видео. Итак, сегодня для работы нам понадобится буквально два плагина. Это Крокодов. Так и пишем в поиске. Крокодов. И нам понадобится Крокодов for Fusion Resolve 17 и Крокодов Showcase. Просто ставите галочки, и он установится. Возможно, придется после установки перезапустить Fusion. Крокодов, не сказать, что сильно много весит, но и устанавливается не моментально, поэтому немножечко подождите. После того, как установили Крокодов, еще давайте поставим такой плагин, как Kick Shaders и Kick Shaders Menus. Я чуть позже расскажу, для чего мы будем их использовать. После установки, если не увидите их в списке нот, или если реактор попросит перезапустить, просто перезапустите Fusion. Итак, давайте начинать. Первое, что нам нужно сделать, это перетянуть пустую Fusion композицию на таймлайн, ставим Playhead напротив нее и переходим во вкладку Fusion. Теперь нам нужно импортировать скачанную 3D модель. Ссылка, кстати, в описании. Так, открываем меню Fusion, Import, FBX Scene. И вот у меня скачанная пуля в формате FBX. Двойной клик. Тут у вас, возможно, будут стоять nulls и materials. Убирайте эти галочки, потому что материалы вместе с этой моделью у меня не шли. Оставляйте только meshes. И нажимаем ОК. Вот они у нас импортировались. Почему-то в самой модели в параметрах Transform уже указаны некоторые координаты. Давайте отобразим в левом вьювере. И она отображается почему-то не там, где гизма. Поэтому давайте эти параметры вернем в исходное положение. Вот такая пуля. Да, она слишком крупная, поэтому в параметре Transform можно просто уменьшить Scale до того размера, который нам необходим. Пусть будет 0.25 пока что. Дальше посмотрим. Итак, теперь давайте ее повернем по оси X на 90 градусов. Вот так. Будет она у нас лететь горизонтально. Теперь нам необходимо поставить стену, в которую пуля будет врезаться в конце полета. Для этого перетаскиваем ноду Shape 3D, выбираем вариант Plane. Так, давайте сразу отобразим в сцене. Для этого добавим Merge 3D, подключим у него выход ноды Transform и сам Shape. И отобразим в правом вьювере. Итак, он создался у нас по умолчанию в том же месте, где у нас размещена пуля, поэтому давайте сместим. Так, не то. Так, давайте добавим ноду Transform. Вот так. Это будет удобнее. И теперь будем перемещать нашу плоскость стены.
переместим вот так подальше. И давайте еще пулю отодвинем. Ну, пока, я думаю, этого расстояния достаточно. Так, теперь нам нужно сделать, наверное, ее немного побольше. Давайте в ноде Transform разблокируем скейлинг по осям и сделаем ее пошире по оси X и немного повыше по оси Y. И повернем по любой оси на 180 градусов. Для того, чтобы у нас падал свет сюда, потому что по умолчанию плоскости не освещаются с двух сторон. Это можно включить в настройках, но мне кажется проще повернуть. Итак, теперь нам нужно добавить камеру и настроить движение наших объектов. Итак, давайте добавлять камеру. Просто перетаскиваем ее в рабочую область, подключаем в ноду Merge 3D. Вот, как мы видим, камера у нас уже появилась. Давайте ее отодвинем и сделаем так, чтобы камера всегда следила за движением пули. Для этого нам нужно привязать цель камеры к координатам, которые у нас в ноде Transform. Что для этого нужно сделать? Отображаем ноду Transform в правой части в инспекторе и здесь для удобства нажимаем кнопочку Pin для того, чтобы закрепить ее. Теперь нажимаем на камеру и у нас одновременно отображается и инспектор камеры, и инспектор Transform. Теперь находим в настройках камеры в разделе Transform у нас есть Use Target. Ставим этот чекбокс и теперь мы воспользуемся Expression. Expression — это такие математические выражения, которые позволяют нам менять числовые, ну и не только числовые параметры. Сейчас я покажу, как это работает. Там, где у нас таргет по x, нажимаем правой кнопкой, выбираем Expression. И теперь этот плюсик мы тянем к x в ноде Transform 3D1. И у нас здесь появляется следующее выражение. Transform 3D1, то есть нода Transform 3D1. Далее ее внутренний подраздел. Кто знаком с программированием, я думаю, догадывается, что это. Кто не знаком, это свойство этой ноды Transform 3D0P. Это внутреннее свойство, не заморачивайтесь, что это значит. Дальше идет раздел Translate, то есть перемещение, и идет значение по x. Вот. И теперь то, что у нас здесь, будет в том числе и здесь. То есть, смотрите, мы меняем в Transform 3D значение, и также оно меняется в таргете по оси x для камеры. Итак, пока оставим как было, 0. Теперь то же самое делаем с Y и Z. Все. Отлично. Теперь смотрите, если мы будем перемещать нашу пулю, то камера все время будет следить за ней. Это очень удобно при построении различных 3D-сцен. Очень классная функция, рекомендую пользоваться. Итак, давайте сейчас добавим освещение в нашу сцену. Давайте пусть в левом вьювере у нас будет вид через камеру. Для этого нажимаем правой кнопкой, выбираем камера 3D1. Вот, и мы будем видеть то, что видит у нас камера. Так. А вот здесь, так давайте еще включим освещение и тени, и здесь тоже.
Так. И вот так у нас будет двигаться пуля к стене. Достаточно занимательно уже выглядит. Так. И сейчас давайте еще добавим освещение, для того, чтобы сцена смотрелась немного интереснее. Для этого нажимаем Shift пробел и добавляем Point Light. Point Light — это источник света, точечный, который распространяет свет во всех направлениях. И давайте его поставим где-нибудь не очень далеко от камеры и поближе к нашей стене. Ну, пусть будет так, давайте посмотрим, что получается пока что. Но, в принципе, пуля освещена. Давайте пока оставим так. Я думаю, для начала этого достаточно. Если света будет мало, мы в любой момент можем добавить еще. А сейчас давайте оживим уже нашу пулю и придадим ей движение. Итак, давайте, пусть у нас анимация начнется, ну, допустим, с 10 кадра. Переходим в ноду Transform 3D1, которая подключена к нашей пуле, и поставим ключевой кадр для движения по оси Z. И пусть пуля будет двигаться, ну, допустим, 50 кадров. Это примерно 2 секунды. То есть переходим в 60-й кадр и двигаем пулю к стене. До того момента, когда она с ней соприкоснется. Ну что же, теперь давайте разбирать нашу пулю на кусочки. Давайте после ноды Transform добавим ноду Polyplay. Это как раз таки есть нода из аддона Крокодов. Что она делает? Она разбивает 3D модель на полигоны. То есть, смотрите, у нас есть здесь куча параметров. Например, мы можем изменить параметр Normal Offset X, и уже наша пуля разлетается. Но, смотрите, все полигоны разлетаются на одинаковое расстояние в направлении своих нормалей. Это не самый интересный вариант, поэтому можно воспользоваться Normal Offset Jitter X. Он добавляет немножко рандома. Вот. И так по каждой оси. Поэтому давайте в этих параметрах поставим ключевые кадры, а также параметры, которые отвечают за вращение. И пока все. Итак, у нас разрушение будет начинаться в 60-м кадре, в том кадре, когда у нас пуля как раз таки сталкивается со стеной. И пусть осколки разлетаются примерно, ну, пускай 16 кадров. И давайте в 76-м кадре мы настроим, как у нас и куда разлетелись осколки. Допустим, этот параметр пусть будет так. Добавим рандома с помощью этого параметра. Этот можно, например, в другую сторону откинуть. Вот так. И для того, чтобы осколков не было вообще, мы уберем Normal Scale в 0. Для того, чтобы они в итоге пропали. Для этого давайте в 60-м кадре мы поставим ключевые точки на этом параметре, а в 76-м кадре их уберем. Итак, давайте посмотрим, что у нас получилось. Так, вот наша пуля летит, врезается и разлетается на осколки. Давайте немножко подвинем камеру, наверное, для того, чтобы она как бы больше смотрела
на стену по итогу. Вот так. И давайте еще увеличим размер стены. По Y. Не хватает нам 5, значит, давайте руками введем 6. А по X пусть будет где-то 10. Даже 10 маловато. 15. Вот так. Вот так, я думаю, в самый раз. Ну что же, в принципе, разрушение уже готово. И нам осталось немножечко доработать сцену для того, чтобы она смотрелась интереснее. Теперь давайте придадим вид нашей пуле и стене. Давайте начнем со стены. Для этого открываем Effects. Здесь у нас будут наши эффекты. Находим Templates и Shaders. И, например, берем Bricks, кирпичи, и просто подключаем к ноде со стеной. И получаем кирпичную стену. А для пули можно скачать какую-нибудь текстуру. Например, я взял вот такую. И тоже просто подключим ее к пуле. И вот такая получилась металлическая пуля. И еще давайте сделаем так, чтобы пуля, пока летела, вращалась. Для этого... Так, по какой оси? Нет, не по Y. Наверное, да, по Z. Итак, давайте в нулевом кадре. Пусть, хотя полет у нас начинается с 10-го. Давайте с 10-го и начнем ее закручивать. Здесь ставим ключевой кадр. И в моменте соприкосновения пусть будет 1000. Это примерно 3 оборота. Rotation измеряется в градусах. Вот так это будет выглядеть. Уже немного поинтереснее. Теперь давайте создадим ударную волну, которая будет проходить по стене после удара пули. Для этого нам нужно для начала увеличиваем количество subdivisions до 40 для нашей стены здесь в ноде Shape 3D. Теперь после ноды Transform подключаем ноду Displace 3D. Так, теперь берем ноду Background и берем ноду Ellipse. Подключаем Ellipse к Background. И в ноде Ellipse снимаем чекбокс Solid и немного увеличиваем параметр Border Width для того, чтобы получить кольцо. Это у нас будет основа для искажений, с помощью которых мы и нарисуем ударную волну. И еще один момент. Давайте еще раз воспользуемся экспрессионом. Для того, чтобы у нас ударная волна была круглой, и нам легче было ее заанимировать, в параметре Height сделаем expression и сделаем так, чтобы он был равен параметру Width. Таким образом, мы, меняя только параметр Width, будем также менять параметр Height. Итак, и выход ноды Background подключаем в ноду Displace 3D, в зеленый вход. Итак, теперь в ноде Displace немножечко увеличиваем Scale. Так, пока ничего не видно. Так, в ноде Background нужно поменять цвет с черного на белый, и тогда у нас проявится наше искажение. Теперь в ноде Displace давайте уменьшим Scale, для того, чтобы он был не такой большой. Так, еще немного меньше. Вот так, давайте. Ну вот пусть будет так. Потом, когда заанимируем, посмотрим. Возможно, еще немножко меньше сделаем. Итак, у нас пуля врывается в стену в 60-м кадре.
Поэтому здесь у нас размер нашей маски равен 0. И пусть где-то за 10 кадров она у нас выйдет за пределы стены. Вот примерно так. Давайте посмотрим, что получилось. Смотрится очень даже неплохо. Так, чуть не забыл. Давайте сделаем осколки пули немножко более объемными. Для этого переходим в 60 кадр. Открываем инспектор для ноды Polyplay 3D из Крокодова. И напротив параметра Extrude и Extrude Taper ставим ключевые точки в 60 кадре, потому что здесь они нам нужны в значениях по умолчанию. Перемещаемся на один кадр дальше. И там, где у нас началось разрушение, давайте чуть-чуть подкрутим Extrude для того, чтобы сделать осколки объемными. Вот видите, как это работает. И можно их немножечко с помощью Extrude Taper скрутить. Ну, тут уже поднастройте просто на ваш вкус. Вот, я оставлю так. Смотрите. Теперь смотрится еще интереснее. И сейчас в качестве бонуса давайте сделаем так, чтобы наша сцена смотрелась немного более натурально, хотя, естественно, она здесь совсем на натуральную не похожа и не может быть похожа. Мы скачивали еще плагин Kick-Ass Shaders. Так вот, вообще этот плагин предоставляет различные уже преднастроенные материалы, но кроме них он еще и предоставляет HDRI карты. HDRI карта — это изображение, которое снято в формате 360 градусов, и им можно заполнить окружение. Конечно, можно скачать с различных ресурсов, но чтобы меньше заморачиваться, можно взять из Kick-Ass Shaders. Для этого открываем Effects, идем в Templates, Fusion, здесь находим папку Kick-Ass Shaders, Native Shaders, HDRI. И здесь у нас есть 3 HDRI карты. Выбирайте совершенно любую, я возьму просто первую. Вообще здесь они сделаны для каких-то 3D объектов, в которых вот это будет отражением. Вот. И именно вот в этой ноте происходит инверсия, то есть изображение переворачивается. Вот. Эта нода нам не нужна, ее удаляем и добавляем еще один Shape 3D. Вариант выбираем сфера. И делаем ее заведомо большой. К примеру, радиус пусть будет 20. Смотрите на размер вашей сцены. Если вам его мало или слишком много, можно сделать меньше. Но главное, чтобы все, что мы сделали здесь, должно быть внутри вот этой сферы, должно помещаться. Сейчас выход этой ноды подключаем в нашу сферу. Давайте отобразим ее в левом вьювере. Уберем эффекты. И вот такое мы получили окружение. И нам сейчас нужно это всего лишь подключить в наш Merge 3D для того, чтобы соединить окружение с нашей сценой. Вот так. Здесь вы уже можете видеть. Давайте посмотрим, что у нас получается. Здесь у нас вид не из камеры. Давайте включим вид с камеры. Вот так. Просто с HDRI картой движение выглядит более наглядно и интересно, а не так, как будто камера вертится вокруг пули. Итак, теперь давайте вернем на место тени. И надо теперь все это дело отрендерить для того, чтобы получить обычную нормальную 2D картинку. Для этого добавляем ноду Render 3D. В ней включаем OpenGL Renderer для того, чтобы у нас все рендерилось
на видеокарте, так быстрее. Если у вас видеокарта слабая, то в принципе можете оставить Software Renderer. Но OpenGL дает не только больше скорости при рендеринге, но и лучшее качество. Также включаем Lightning Shadows, подключаем выход ноды Merge 3D в Render 3D, а выход Render 3D подключаем в Media Out. Еще важно в Renderer 3D, для того чтобы все смотрелось более натурально, в сеттингах включаем Motion Blur. Да, это очень сильно донагрузит и так нагруженную систему, но на выходе будет смотреться гораздо интереснее. Этим параметром можно поменять качество Motion Blur. Тут уже смотрите по возможностям и по картинке. Выглядит это будет примерно так. Давайте перейдем в обзоре ноду Media Out, включим. Motion Blur мы выключали в настройках Fusion. Если включить, то вот так будет выглядит подблюренное изображение. Можно чуть уменьшить этот эффект. Ну и все, давайте перейдем на вкладку Edit. Дождемся, пока у нас закэшируется наша композиция, и посмотрим финальный результат. Ну что же, вот такое разрушение у нас получилось. Я надеюсь, ролик был вам интересен и полезен. Поэтому пишите в комментариях еще, какие темы вам интересны, а я буду пытаться их реализовать. Спасибо за просмотр. Всем пока.